Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем лепить пионы. Это будут клипсы. Давно клипсы мы с вами не лепили. Я покажу сегодня простой способ сборки, и в принципе никаких профессиональных инструментов нам в этом мастер-классе не нужно будет. В качестве основного оттенка я буду брать 475 номер цернитой серии Опалин. Раскатываем пласт толщиной в 1 мм. Дальше берем пастель. У меня пастель цвета мадженты и фиолетовая пастель. И кисточкой наносим сначала полоску пастели цвета мадженты, сверху прокрашиваем темной маджентой, такой ближе к фиолетовому оттенку, и на некотором расстоянии друг от друга я делаю такие полоски на всем пласту, то есть более светлую, и сверху прокрашиваю тонкой полоской темного и оставляю промежутки светлого пласта не закрашенного. Дальше скальпелем я вырезаю лепестки. Нижняя часть остается розовая, а вот верхняя часть лепестка будет прокрашена пастелью двух оттенков. Обратите внимание, что с нижней стороны я также вырезаю лепестки. Вырезаем лепестки, насколько позволяет это сделать пласт. Цветок у нас будет объемный. Дальше берем лепесточек и укладываем его на ладошку. Раскатываем стеком-шариком диаметром в 5 мм и раскатываем со стороны прокрашенной части лепестка. Нижнюю часть, светленькую, там где пласт не прокрашенный, мы оставляем не раскатанной, достаточно такой толстенькой, остренькой. Лепесток нужно приклеить к ладошке для того, чтобы можно было верхнюю часть лепестка раскатать и растянуть по ладони. Из-за того, что лепестки мы вырезали на глаз, у нас получатся разные по размеру лепестки. Более крупные будем использовать для нижней части цветка и самые маленькие уже внутри цветка. Укладываем лепестки на рабочую поверхность и берем стек с маленьким шариком DOTS 2 мм и начинаем рвать край для того, чтобы он был рваный и неровный. Прям растягиваем пластику по рабочей поверхности. Дальше нам нужно будет лезвием аккуратно поддеть лепестки и придать им фактуру. Фактуру придаем с помощью вайнера. Можете взять абсолютно любой вайнер, который у вас есть, накрыть второй половинкой и придать фактуру уже на всех лепестках. Дальше нам нужно будет придать углубление и придать форму лодочки каждому из лепестков. Для этого нам понадобится стек с шариком. Можете взять стек с шариком меньшего диаметра, допустим 3-4 мм, а можете тем же стеком 5 мм, которым работали и раскатывали лепестки. И со стороны верхней части вниз аккуратненько стеком ведем, и лепесточек у нас приподнимается. Сильно не давим, ведем по чуть-чуть, чтобы лепесток у нас потянулся за стеком, а не приклеился к ладошке. Дальше вырезаем 2 заготовки под серьги. Сразу будем формировать одинаковые сережки. Можно вырезать крышечкой диаметром в 1 см. Собирать цветы начинаем с самых крупных лепестков. Стеком-шариком, который поменьше диаметром, подхватываем за нижнюю часть, за острую лепесток, ту, которую мы не раскатывали. Подхватываем и сразу же на подложке устанавливаем лепесток, нижнюю часть примазываем к подложке для того, чтобы лепесток держался и смотрел вертикально. В нижней части получилось 6 лепестков. Сразу же, как только сделали первый ряд, пожалуйста, приступайте ко второму цветку для того, чтобы они у вас получились более-менее симметричные и одинаковые в диаметре. Лепестки второго ряда, они будут немножко меньшего размера, и они устанавливаются в шахматном порядке. То есть на стыке лепестков нижнего ряда вы устанавливаете лепесток второго ряда. Лепестки также подхватываются за нижнюю часть, и эта нижняя часть примазывается, прикатывается к подложке. И обратите внимание, что лепестки отведены от центра. Центр у нас не перекрывается, нет большого нагромождения. Центр мы оставляем пустым для маленьких лепестков. У нас еще будет несколько рядов впереди. Как только сделали второй ряд, переходим к второму цветку и формируем второй ряд во втором цветке для симметрии 2 сережек. Лепестки третьего ряда будут еще меньше в размере, также в количестве 6 штук. Мы их устанавливаем также в шахматном порядке по отношению к лепесткам уже второго ряда. Практически все лепестки смотрят у нас вертикально, потом вы можете опустить какие-то лепестки, раскрыть цветок, либо подсобрать уже перед запеканием. Лепестки 4-го ряда – это последний ряд, они самые маленькие, и здесь у вас может поместиться 6 лепестков, а может и меньше. Все зависит от пустоты, которая у вас внутри цветка. Если она минимальная, значит вы можете обойтись даже 4 лепестками, но все лепестки должны смотреть четко вверх, вертикально. Дальше вы сердцевинку можете подзакрыть или наоборот раскрыть нижние лепестки. Сердцевина должна быть закрыта, потому что мы ее делаем пустой. Это необходимо для того, чтобы цветок был легкий.
Все, ставим запекать наши заготовки в духовой шкаф 120-130 градусов на протяжении 20-30 минут. После запекания нам понадобится быстросохнущий клей, на который мы будем приклеивать основы под клипсы. Подождем, когда подсохнет у нас быстросохнущий клей. Дальше берем жидкую пластику и промазываем вокруг основы клипсы и саму клипсу металлическую промазываем жидкой пластикой. Дальше вырезаем 2 заготовки тем же катером круглым, которым мы вырезали основу, подложку под цветок. Внизу под клипсу делаем прорезь небольшую, поддеваем нашу круглую заготовку, раскрываем нижнюю часть заготовки подложки и продеваем нижнее основание клипсы вот в этот надрез. Закрываем все и сначала все примазываем аккуратненько пальчиками. Дальше берем силиконовую лопатку, если она у вас есть. Если нет, значит пальчиками продолжайте приглаживать. Можно оставить гладкую обратную сторону, а можно взять губку и губкой сделать пористую фактуру на обратной стороне вашей заготовки. Так вы уберете какие-то отпечатки пальцев, какие-то неровности, бугристости. И вот в таком положении мы ставим запекать наши серьги. Так как была использована тонировка, обязательно защищаем потом лаком. Я использую аэрозольный лак, очень часто показываю его в мастер-классах. Ну и маленький секрет: если вы пользовались пан-пастелью, то она уже никуда не сотрется, даже без покрытия лака. Уверена, что этот мастер-класс понравится многим, потому что он прост в изготовлении цветов, и такие цветы вы можете использовать абсолютно в любых украшениях. Буду рада вашей активности, поддержите канал лайком или комментарием, и не забывайте подписаться на колокольчик, чтобы не пропускать новые мастер-классы.